Здравствуйте, уважаемые коллеги! Приветствую вас, мир модели, меня зовут Павел. Сегодня мы окунемся в новинки наших магазинов. Вот радость большая для любителей 48 масштаба. Вот знаменитый истребитель Як-1Б выпустила компания «Звезда» в 48 масштабе. Все помнят великолепно Як-3. Вот теперь это Як-1Б. Вот, но сам истребитель сам лично разрабатывал Яковлев. Вот, машина, та, которая с самого первого дня воевала на фронте. Но здесь небольшая модификация, связана с тем, что в отличие от первых Яков, здесь был срезан гаргрот, понижен он был вот таким вот образом, сделано по-другому остекление, что улучшило прежде всего обзор назад, потому что все атаки именно авиационные в основном происходили из задней полусферы. Вот, и это улучшало, так сказать, безопасность пилотов в воздухе. Вот, самолет вооружен пушкой 20-мм и одним пулеметом УБС. Пулемет Березина синхронизированный. Сейчас мы заглянем в коробку, посмотрим, что находится внутри. Потому что Як-3 это была собственная разработка компании «Звезда». Вот, а здесь мы посмотрим, что находится внутри именно этой коробки, то, что является новинкой от компании «Звезда». Ну, на коробке запечатлен один из так называемых именных самолетов. Например, вот здесь изображен самолет, подаренный от колхозника Головатова из колхоза стахановцев. На его деньги построен самолет и был вручен он непосредственно майору Еремину. Я так понимаю, что это был первый самолет, и потом таких же еще, по-моему, второй или три самолета было вот этим колхозникам Головатовым, было вручено и дальше. Вот. Здесь у нас небольшая краткая историческая справка, ну и собранная модель непосредственно вот выглядит она так. Теперь заглядываем внутрь коробки. Вот. Сразу заглянув внутрь, я что-то увидел знакомое, да более знакомое. И могу вам сказать, что это непосредственно аккурат миниатюрс. Именно это она и есть. Это перепаковка. Значит, получается, это не собственная разработка компании «Звезда», а перепаковка от компании именно аккурат миниатюрс. Вот, даже здесь вот есть такой значок АМИ. Вот здесь вот в самом уголочке на нижней половине крыла, который, естественно, при сборке, когда вы будете делать, не забудьте его сошлифовать. А то когда вы его сделаете, поставите на полку, и там будет написано АМИ, вас не поймут. Что можно сказать? Ну, аккурат миниатюр всегда был аккурат миниатюр, тонко аккуратное литье, вот, хорошее членение. Вот, модели эти собирали неоднократно, многие собирали модели аккурат миниатюр. Вот, самое основное я показываю литники, это непосредственно литники корпуса. Видите, убираемые створки сделаны заподлицо, показана непосредственно вот эта вот полотняная обшивка. Здесь у нас металл шел, здесь у нас полотняная обшивка шла. Вот она здесь показана немножко утрирована, но тем не менее она тут есть, показана довольно-таки неплохо. Также здесь кок винта и выхлопные патрубки. Сейчас немножко я внутрь загляну. По-моему, нет, не засверленные. То есть патрубки нужно будет засверливать. Вот здесь у нас крыло. Здесь топливомеры, которые выходили на верхнюю часть крыла, и пилот сквозь стекло кабины смотрел, насколько там хватает топлива. Естественно, стекляшки здесь предусмотрены они. Верхняя часть гаргрота дана так вот сплошной линией. Вот пулемет, винт, хвостовое оперение. Тут даже даны вот эти вот литник говорит о том, что возможно, может быть, следующая модификация будет лыжная часть. Это вот, грубо говоря, модификация для лыжного, то самое, лыжное шасси. То есть вот склеивается из двух половинок. Вот лыжная такая вот опора хвостового оперения. Не оперения, хвостового пневматика там здесь есть.
Вот. Ну а здесь кабина, маслобак, боковые стенки из профилированных труб. Ну и также здесь есть вот РС, но они уже, ну, реактивные снаряды, РС, они здесь даны. Ну и также колеса, если вы можете обратить внимание, они даны в нагруженном и не нагруженном состоянии. То есть сама по себе модель неплохая, вот, просто она не очень как бы новая, эта модель. Но тем не менее, вот компания «Звезда» решила это все перепаковать. Ну, может быть, это и правильно. Вот, очень тонко, аккуратное литье. Ну, здесь дано два вида остекления, потому что здесь и вот это вот идет на Як-1, а это идет на Як-1Б. То есть это для горготной части с большим высоким горготом, а это уже для именно непосредственно для вот этой вот модели. Ну, здесь все понятно. Такая вот крышка-сборка, все понятно здесь. Топливные баки. Но топливные баки в основном наши самолеты это не очень-то и носили. РС носили, да. А вот, ну, вот, значит, здесь дается три варианта. Ну, естественно, тот, который на коробке изображен, это Головатого. Потом, значит, Павла Михайловича Чувилева, Воронежский форт август 43-го года, красноносый. Вот такой вот истребитель Як-1Б. Вот, и освобожденный Донбасс, самолет тоже Як-1Б здесь дается, но вот видите, он, ну, здесь была у нас такая одна мода, когда пытались тоже наносить такой оскольчатый зубчатый камуфляж по типу того, как наносили на него немцы. Ну, у немцев свои были камуфляжные схемы, они с начала до конца войны, в принципе, этот зубчатый камуфляж оскольчатый наносили, но вот это вот одна из попыток вот так вот раскрасить самолет. Ну, естественно, зимний вариант. Полностью, когда самолет перекрашен. Но если вы будете делать вот такой вот вариант, то нужно, конечно, сделать обязательно небольшой обдир до, наверное, все-таки вот такого камуфляжа, потому что это очень хорошо смотрелось. Вот. Ну, декаль. Вот так вот, да, декаль хорошего качества, все это здесь есть. Вот есть шкалы топливомеров, которые надо будет аккуратно вклеить в крылья. Вот, четко читается все это. Вот такая интересная, вот такая вот модель. Вот, уважаемые коллеги, рассмотрели мы, ну, новинкой, совсем новинкой не назовешь, но это перепаковка от компании «Звезда» знаменитой модели от Аккурат Миниатюрис. Это у нас Як-1Б. Ну, что могу сказать? Конечно, немножко компания «Звезда» нас тут чуть-чуть удивила. В каком плане? Ну, П-2 собственной разработки, Су-2 собственной разработки, свой Мессершмитт, свой Як-3. И тут перепаковка от компании Аккурат Миниатюра. Да, здесь лежит своя другая декаль. Декаль очень хорошего качества. Но, тем не менее, может быть, этот... Ну, я бы не сказал, что это шаг назад. Но если компания «Звезда» будет перепаковывать еще такие известные модели от компании Аккурат Миниатюра, такие как Б-25 Митчелл, таких в советской армии летало преогромное количество. Ну и самое горячее, то, что у них есть, это Ил-2. Конечно, не знаю, что, конечно, Ил-2 сейчас Аккурат Миниатюра проигрывает Ил-2 от компании Тamiya по сборке, соответствию прототипа, членению и так далее. Но тем не менее, я думаю, что если «Звезда» вот перепаковал Як-1Б, может быть, она перепакует и эти два известных самолета. Посмотрим, будем только ждать. Будем ждать новинок. Ну а вас, коллеги, моделисты, мы ждем в наших магазинах. Покупайте эти новинки, ставьте их на полку. Я думаю, что мы поможем вам с подбором красок, инструмента. Так что ждем вас с большим удовольствием. Меня зовут Павел. Это был Мир моделей. До новых встреч.